got me, and baby, I got you. Oh, babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. Before it's earned, our money's all been spent. Well, I guess that's so, we don't have a part, but at least I'm sure of all the things we got. Oh, babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. Здравствуйте, друзья! Вы на канале «За синим мостом». И не случайно этот ролик я начал в некоем подражании очень известному фильму «День сурка». Действительно, пока вот эти дни нахожусь дома, на больничном, скажем так, все дни похожи один на другой. Просыпаюсь, завтракаю, затапливаю котел и иду чистить снег. И сегодня у меня ролик, наверное, будет полностью посвящен вот этой проблеме снега. Снега за городом. Снега у нас действительно очень много, сыпет каждый день, без привлечения, просто каждый день. Вот сегодня 6 февраля, сегодня, наверное, первый день, когда нет снега. Но даже если снег идет не сильно, дует очень сильный ветер и делает такие вот наметы на дороге. Последние дни, даже вот подъезжая сюда к дому, уже даже не доезжая буквально вот 30-50 метров, я застревал на своем автомобиле. Почему? Потому что переметы, плюс почищено очень узко трактором, двум машинам не разъехаться, и даже для одной машины места, ну, скажем так, не сильно много. То есть уйти влево-вправо некуда. Ну и очень часто застреваю. Не только я, даже вот мои соседи по несчастью с ближнего массива тоже очень часто друг друга тягают на галстуке. Это я регулярно вижу в окно. Ну, вот так вот у нас чистятся дороги, к сожалению. Снега в этом году настолько много, что я даже себе не мог представить, что бывает столько снега, как в известной песне. Чистишь его, чистишь каждый снег. И самое противное, что вот ты почистил снег, тропинку. Если вечером и ночью был ветер, то эту тропинку приходится утром опять чистить, потому что ее всю заметает. И вот эти вот самые снежные переметы тоже не добавляют, скажем так, оптимизма. То есть каждое утро приходится выходить и чистить, чистить, чистить и еще раз чистить. Конечно, с одной стороны, это фитнес, зарядка деревенская, скажем так. А с другой стороны, конечно, это же все надоедает. Каждый день одно и то же. Одно и то же. И здесь я, кстати, не могу себя сравнить с городским жителем, потому что последние годы я вижу, что в городе тоже нифига не чистится ничего. Читаешь форум общегородской, смотришь фотографии, это же вообще не проехать ни к школе, ни к магазину, никуда. Если основные улицы более-менее еще почищены, то вот карманы и дворы, тем более, это вообще уже никак не заехать. В общем, в этом году заваливает снегом как следует. Ну и проблем, конечно, он доставляет всем, не только тем, кто живет за городом. Но отвлечемся немного от темы снега. Хочу сказать про дрова. На той неделе, когда заказывал, я говорил в прошлом ролике, что заказывал в 2 местах дрова, так ведь и не привезли. Звонил, писал. Некогда. Заказал еще в 2 местах. Надеюсь, привезут на следующей неделе. Кстати, дров сейчас стало уходить меньше. И потому что на улице теплее. И даже когда есть небольшие морозы, дров все равно уходит меньше, чем обычно. Связано, наверное, с тем, что много снега. Снег на крыше, снег вокруг дома, вокруг, скажем так, цоколя. То есть
цоколь припорошен снегом. Опять же, хорошая теплоизоляция. Вот. Ну, что, конечно, не может не радовать. Посмотреть, что там в теплице делается. Давно не заходил, не смотрел. Да, вроде все на месте. Сейчас покажу. Все тут на месте. Что тут? Тепло? Ну, скажем так, не холодно. Надо сюда золы принести, высыпать. Вот что сделаю. А сейчас я вам покажу, сколько у нас ежедневно наметает снега к калитке. Видите, сколько? Оп. О. Получается, ну, может быть, не по колено, но тоже дофига. И вот это каждый день надо чистить. Вот они, плюсы жизни за городом. И минусы отсутствия трактора в личном хозяйстве. Я говорю, этот снег уже не знаешь, куда складывать. Сугробы уже... Сугробы уже скоро сравняются с человеческим ростом. А снег все идет и идет. Но, кстати, вот такая вот снежная зима благоприятна для растений, которые находятся под этим снегом. То есть плюсы все-таки есть. Мои яблоньки, сливы и вишни не померзнут. Ну вот, дочистил до дороги. И сейчас вам покажу, в каком состоянии у нас наша проезжая часть. Наша, так сказать, транспортная артерия, на которой мы вчера застряли дважды, а потом еще вечером вытягивали Колю. До него копали дорогу, потому что он не мог выехать. Потому что пресловутые снежные переметы. Проехать на легковой машине было невозможно. Вот там вот с зеленой крышей это Колин дом. И практически до него мы докопали вот отсюда лопатами дорогу. Потому что ему никак не было выехать. Так, а вот это вот наша дорога. Значит, смотрите. Вообще дорога у нас очень широкая. Вот если слева припарковать автомобиль и справа припарковать автомобиль, то между ними два автомобиля спокойно разъезжаются. То есть здесь, условно говоря, 4 полосы. 4 автомобиля проедут. С началом зимы трактор, значит, начал чистить дорогу. Чистил хорошо, широко, то есть спокойно разъезжались 2 автомобиля. То есть места было предостаточно. А сейчас вот уже, что тут получается? Начало февраля. 1 автомобиль только проедет. Вот покажу. Вот сегодня с утра приехал трактор и почистил. Значит, вот край. И вот край. Вот. Только 1 автомобиль проедет. Вот так чистят у нас дороги. Но это он проехал только в одну сторону. Правда, это было час назад. Не знаю, поедет ли он во вторую сторону, в другую или нет. Это мне неизвестно. Но если, конечно, так останется дорога, это будет очень плохо. Потому что если будет дуть ветер, снежные переметы, это все зарастет снегом сразу же. Буквально за час. Так что вот так вот у нас работают коммунальные службы. Приходится самим ходить и подчищать. Всю, конечно, дорогу я не чищу, но вот в пределах своего участка, в границах, то есть вот эти вот 30 метров, я хожу, прочищаю регулярно. Сейчас я вам покажу более наглядно, как у нас чистит трактор дорогу. То есть даже особо, ну, можно, конечно, выйти из машины, но это будет проблематично. Это вот так вот чистит трактор дорогу. А сейчас покажу, как чищу дорогу я. Можно спокойно открыть дверь и тут еще как бы проехать мимо идущего по обочине человека.
То есть дороги у нас чистятся отвратительно, как вы сами видите. Ну и остался еще один участочек недочищенный. Это такая вот импровизированная стоянка дополнительная для автомобиля. Сам я сюда автомобиль ставлю редко. Это больше для гостей. То есть мало ли приедут гости. Здесь у нас стоит 2 автомобиля, уже поставить 3-й некуда. А так вот есть свободное, вычищенное парковочное место. Вот, все, приступаем. Ну вот, все почистили. Откопались уже? А вы знаете, давайте я вам покажу дороги не только у себя здесь, на своем массиве, но и на соседнем массиве. Сейчас вот проедемся, посмотрим. Я вам покажу, как там чистят. Я думаю, вы обалдеете. Значит, берем штатив, садимся в машину и едем. Снимать буду с рук, поэтому камера будет трястись. Так, ну вот наша дорога. Честно говоря, даже одному автомобилю ехать не очень комфортно, потому что узковато. Прочищено очень узко. Вот так вот у нас чистят дороги. На такой высоты получаются сугробы. С одной стороны и с другой стороны. Ну, здесь поменьше. Сейчас вот пройдем туда, покажу. Там вообще сугробы. Вот так вот, наверное, по плечо мне будут. Вот такие вот у нас здесь сугробы. Вот туда вот пошла старая дорога, по которой мы раньше ездили до нашего дома. И вот такие вот у нас сугробы. Вот автомобиль и вот размер сугроба. Да, дорожка, я вам хочу сказать, почищена-то хреново, честно говоря. Потому что вот едешь, болтает из стороны в сторону, и не факт, и нет уверенности, что проедешь вперед. А после такой работы трактора придется еще самому поработать с лопатой, чтобы проехать. Дорога, конечно, ужасно почищена. Вон там даже человек оставил машину на повороте, чтобы пойти вот в тот большой блочный белый дом к себе поработать. Потому что, наверное, в ту сторону, я так понимаю, он не решился ехать. Так и живем на этой оптимистичной ноте. Хотелось бы с вами попрощаться. Увидимся на канале «За синим мостом» чуть позже. Ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Все, всем пока.